Добрый день, в эфире программа «Проговорим». С вами я, Наталья Буланова, и сегодня у меня в гостях очень необычный, интересный гость, шаман и целитель Дмитрий Рожнов. Дмитрий, добрый день. Добрый, добрый. Дмитрий прилетел к нам из Варны специально на эфир. Спасибо большое, что нашли время. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, для тех, кто не знает, как началась ваша история? Вот как вы пришли к тому, что вы стали целителем? Но скорее меня привели, чем я пришел, Мгм. потому что это была травма, которую я абсолютно не ожидал и не планировал. Был перелом позвоночника и были оторваны руки в плечах. Ну и, в общем-то, в голове там чего-то такое не очень Мгм. хорошо произошло. Вот. И после того, как я все-таки вернулся, хотя путь, а, не знаю даже, как вам, с какой стороны начать, понимаете, смерти нет. Вот нет ее и все. После того, как мое тело не выдержало и закончило свою жизнь, это было счастье, которое я больше никогда не испытывал в этой Мгм. жизни. Это настолько было классно, настолько было хорошо. Я пошел своим путем, и мне было очень здорово. Но некоторые персонажи решили меня вернуть назад. И вот когда я открыл глаза, меня ну, вот эти вот коляски, которые совсем уже утиль, подкатили к моргу, я открыл глаза, в морг, думаю, надо же, я Мгм. уже все. Вот. И я увидел много того, чего не видел раньше. Всяких разных персонажей, которые, как вы, ну, в всяких мультиках Мгм. показывают. Я Мгм. всегда говорю так, если вы думаете, что вы утром сидите в туалете с телефоном, и больше никого вокруг вас нет, вы очень сильно Вот сомневаетесь. сейчас страшно стало бы. Плюс, Нет, они не плюс злые. одна фобия в копилочку, спасибо вам. Они не Да. злые, но они просто есть и все. Вот как есть комары, есть Ну, мухи. вы испугали, вот первая ваша реакция, вы такого никогда не видели. Конечно, я Это думаю, что был, вы это были в был, это ужасе, был да. ужас, конечно, да, Мгм. когда они видят меня, тыкают в меня пальцем, понимают, что я их вижу, Мгм. что я их понимаю, они как дети начинают тыкать пальцем, говорят, о, чувак, ты Мгм. нас видишь? Я говорю, да. Ну, Мгм. вот это вот такой вот. Это кто? Это души, которые вот между мирами или как? Или почему они? Нет, это абсолютно не души. Ну, если моя душа, допустим, мое тело умерло, душа моя ушла, то я тут к вам абсолютно никакого отношения не имею. Вы мне Мгм. больше не интересны, потому что вы были интересны моему телу. Мгм. А это, ну, я называю энергоинформационные субстанции. Вы Мгм. можете называть там духи, кто-то называет джинны. Все равно не так неправильно. Они здесь просто есть и все. Ну, то есть они постоянно в разных измерениях, Да, да, с нами да. находятся. А как вы потом, то есть как вы все-таки пришли к тому, что, да, вот вы это все увидели, а как вы потом, у вас было восстановление, правильно? То есть вы лечились долго, ну, вот. Да, у меня было Мгм. восстановление. Наша медицина меня, собственно говоря, ну никак. И мои друзья возили меня по вот знахарям, всякие вот такие Мгм. вот штуки есть. В Нижегородской области там есть Да, да, да. несколько человек. И вот они меня туда возили, и там восстанавливали мой позвоночник. Мгм. А сколько у вас времени это заняло? Ну, от самого случая, от перелома, полгода я лежал, ну, это Полгода. называется под Мгм. себя. То Мгм. есть у меня Мгм. ничего, кроме глаз и рта, не работало. Мгм. А вот потом уже где-то, наверное, ну, в течение года, наверное, они возили. И как вы открыли в себе способности, когда вы первый раз поняли, что вы можете реально помочь другому человеку? А смотрите, меня же привозили к знахарям. Ага. И я понимал, что я вижу то, чего я не... Ну, то есть, вот я знаю здесь, я ей говорю, смотри, а у тебя вот здесь что-то такое болит. Ну, откуда ты знаешь? Ну, то есть, вот эти вот штуки, они настолько интересны. Вот, смотрите, все очень просто. Они взаимодействуют с нашим миром через нас. Мгм. Вот, наверное, это самое главное. Помните старый фильм «Привидение»? Да. Вот именно так оно и есть. А, Смотрите, откуда вот у каждого, как вы считаете, у каждого человека есть вот такие способности, просто принять, ну, есть такая версия, да, что у каждого человека на самом деле есть способность видеть то, что мы не видим в обычной жизни, но мы все это подавляем, да, вот этим информационным шумом, какими-то убеждениями, то есть у каждого человека есть, или это все-таки редкий дар, который дается избранным людям? Ну, если говорить честно, то далеко не у каждого это есть. Мгм. Ну, все же мы, как это, изуродованы разумом, всякими высшими образованиями, Мгм. прочими всякими штуками, и мы не умеем их. Ну, смотрите, здесь
Что вам снится? Вот скажите, вот У что меня вам вообще снится? такие иногда бывают осознанные сновидения с диалогами, то есть приходят люди, мы с ними что-то обсуждаем, причем я запоминаю это А все. кто показывает это? Кто? Кто Не показывает? знаю. Кто? Задавайте вопрос. Ну, там, не знаю, как хотите, там, подруга, а кто это мне показывает? Там, или, дружище, а что это? Мгм. Начните с ними взаимодействовать. Они вам просто показывают, ну, вот как мы ходим в кинотеатр, там кто-то сзади нас крутит, вот раньше, помните? Вот, они нам Так им показывают. страшно вот это. Нет, нет, это не страшно, это не страшно. Вот спрашивайте у них, кто ты? Ну, как говорят, вот ко мне приходят там какие-то, не знаю, покойники. Покойники не приходят, вы нафиг тут этим покойникам Мгм. не нужны. Мгм. Все совсем по-другому. Но старайтесь взаимодействовать, когда вам снится какой-то сон классный. Спросите, а ты кто? Кто показывает? Мгм. Вы можете привести примеры, вот, да, как вы, вот, допустим, приходит к вам, я правильно понимаю, что после вот того, когда вы открыли себе способности, вы начали уже, ну, задумываться о том, что вы это можете делать на постоянной основе, да, и хотите помочь, ну, не хотите, а вас привели к тому, что вы должны Да. помогать людям. А вы вспомните свои первые вот эти случаи, когда к вам приходили люди, можно сказать, вообще безнадежные, что там официальная медицина отказывалась, то есть они уже были, все, на них уже там крест поставили, и они вот уже приходили, и случалось чудо. Да, конечно, у меня было много случаев. Один из них, барышня 15 лет лечилась, Мгм. по-моему, на Алтае она сейчас живет, звать ее, кстати, тоже Наташа. Да. Вот, и закончилась энергия, ну, то есть нет силы, все. Она Мгм. такая девчина знатная, высокая, и в конце концов никто ничего не помог ей, она уже лежала в кровати, и, ну, в общем, вот Мгм. каким-то образом нашла меня. Один раз я с ней поработал 2 часа, и просто супер. Она говорит, как ты это делаешь? Я говорю, я не знаю. Ну, то есть я работаю в измененном состоянии сознания. Мгм. А как вы входите туда? Я сначала завожу пациента Мгм. через определенный текст, потом в этом измененном состоянии сознания я вижу, ну, допустим, вас я заведу, Мгм. вы говорите, там, Дмитрий, что-то у меня какая-то фигня, там, не знаю, поясница болит. Да-да-да. Ну, пойдемте, Наташ, посмотрим, что у вас. Ага. Вы это видите, Ну, не я с вы, кстати, бубном. наверное, не случайно сказали про поясницу. Я смотрю. Ну, я же смотрю на вас, мы же с вами разговариваем. Смотрите, а вот вы говорите, вот у девушки закончилась энергия. Ну, вот официальная медицина, да, это все объясняет, там, не знаю, там, витамин надо попить, там, режим дня наладить, это все. Почему это происходит на самом деле? Вот у той девушки, почему это произошло? Ну, потому что, как это проще сказать, дверь была открыта, то есть энергия не оставалась в ней. Она Мгм. поступала, но не оставалась. Мы Мгм. просто закрыли эту дверь. Почему я всегда так вот заулированно говорю? Ну, 1% людей хочет, чтобы их, так скажем, афишировали их болезнь. Мгм. 99 не хотят. Ну, понятно, Поэтому, да. уважая ту же самую Понятно. Наташу, Мгм. Мгм. вот, дверь была открыта и уходила. Медицина, она лечит, но не вылечивает. Я думаю, у нее нет заботы вылечить. Есть забота просто лечить и все. Ну, то есть это симптом, да, грубо говоря, не устраняя причину. Интересно, расскажите еще про какие-то случаи. Вот вы говорите, например, да, что вот онкология, ну вот это ваши слова, что онкологии не существует, Нет. всякие болезни страшные, это вот Шизофрения – тоже. это не болезнь. А чего вот онкология такая, ну, тема, да, которая Онкология – это интересует грибок. всех. Почему кто-то болеет, кто-то не болеет? Ну, здесь как это, кто-то курит, кто-то нет. Мгм. Понимаете, смотря как мы себя ведем, как мы себя ведем по этой жизни, так оно и происходит. Очень много того, что мы делаем, вредит нам, потому Мгм. что, ну, потому что все в нашем мире, ну, обман. История обман, медицина обман, все обман. Поэтому, когда человек осознан, когда он себя понимает, то с ним проще разговаривать. Вы спросили про интересные штуки. Мгм. У меня есть даже вот человек, который один из немногих мне разрешил Ну, делиться, показывать да? свое Да, да. видео, Ага. да. Вот в нем жила сущность, которая говорила на ну, каком-то тарабарском языке, который ни я, ни этот Никто не Анатолий не знаю, понимал. что это Мгм. такое. Эта сущность разговаривала со мной на этом языке. У меня есть видео, Мгм. у меня больше 3000 видео, поэтому Мгм. можете посмотреть на все Хорошо. это. Ну, это невозможно объяснить. И как вы в итоге с ней решили? Все. Мы попросили ее расстаться с этим телом. Я нашел ей другое тело. Есть такая практика, как ну, какой-нибудь не знаю, крупный рогатый скот Мгм. пересаживать. С этой живности все равно ничего не будет, Мгм. а человек избавится от Мгм. этой штуки.
Да, интересно. Смотрите, есть такой, вы знаете, может быть, автор Сергей Лазарев, он там «Диагностика кармы», у него вот эти там работы есть, ну, то есть есть разные авторы, и вот есть такая версия, что почему вот нельзя обращаться к целителям, а почему? Потому что вот человеку дается, да, ну, как бы назовем это кармой, то есть что-то, что ему положено пройти, вот, и, соответственно, он должен это пройти. А получается, что когда целитель убирает причину, то человек не проходит свой урок. Ну, то есть, потому что болезнь это результат определенных мыслей, да, там действий. То есть, вот такое мнение есть. Как вы это можете комментировать? Давайте начнем Да. сначала. Вы думаете, что мы сюда, ну, вам рассказывают, наверное, многие вот эти штуки, что мы сюда пришли проходить какие-то уроки. Да, да, да. Вот нам делать больше нечего, мы приперлись сюда какие-то уроки проходить. Друзья мои, мы сюда пришли получать удовольствие, больше ничего. Каждый получает удовольствие по-своему. Кто-то от любви, кто-то от работы, кто-то, не знаю, там, от алкоголя, это неважно. Что такое карма? Ну, это придуманная штука, которая, но этого не существует. Ее просто нет, потому что мы ни за какими уроками сюда не пришли. Вот смотрите, как нас быстренько всех строят. Да, Да? да, да, да. Церковь нас выстраивает быстренько, да, для того, чтобы там вот туда не ходи к этому шаману, ты сюда ходи ко мне, неси свечки, покупай здесь. Да, да. Ну, задумайтесь, что с нами пытаются сделать. Нас пытаются отшлепать со всех сторон. Меня, кстати, вот это вообще прям реально раздражает. Заходишь там в церковь, например, у тебя есть свои свечки, а и какая-нибудь бабулька подойдет и скажет, эти нельзя, надо у нас купить, хотя там даже ну, написано, что вообще нельзя в церкви ничем торговать. Так-то, если чего. А вы знаете, какая маржа со свечек? Нет. 2500%. Прекрасно. Я искал просто, когда Бога после вот клинической смерти, я послушничал, есть такой в Дивеево монастырь Дивеево Серафима знаю, да. Саровского. Да, Вот да, я да. там послушничал, по-русски это работал, Да, ну, да, насколько я мог. Вот я эти подсвечники чистил, вот я примерно знаю, какая калькуляция идет на этих свечах. Мы с вами до эфира была возможность немножко пообщаться, и вы сказали, что нашей цивилизации, человечеству 280 лет, не больше. А что вы имеете в виду? Потому что, ну вот у нас, да, уже сейчас 2023 год, и принято считать, что нам хотя бы 2023 года. Ну, нет, нам 280, ну, может быть, 270 лет. Наши конструкции, я имею в виду. Были же другие люди, были великаны, были гномы, кстати, гномы до сих пор сейчас есть. Были всякие разные пегасы, там, ну, кого только не было, что только не происходило. То есть то, что в мифологии, это на самом деле все, ну, не мифология, это все правда. Это все правда, конечно. Мы же, ну, давайте начнем с того, что вот вы как воспринимаете Землю? Земля, она какая? Квадратная, треугольная, круглая, да? Она круглая только вот как стол здесь, за которым мы сидим. Вот по этому кругу, не по этому, а вот так, по этому кругу. И она является одной из многих-многих сот нашей большой Земли, другой уже. То есть вот нет никаких инопланетян. То есть вот как это кто-то прилетел, да, это вот как соседи с нашего ближнего участка. А в начале XIX века, если вы посмотрите старые фотографии, то города все пустые. Ну, куда-то люди делись, непонятно, куда-то они делись. А если вы посмотрите, если вы вспомните, вы это видели, огромное количество было беспризорных фотографий, все беспризорные. Откуда они взялись? Все одинаковые, в одинаковой одежде, в одинакового возраста и практически одинакового лица. Откуда? Откуда они взялись? Потому что есть такая штука, которая, ну как, производитель детей, так скажем, с нескольким количеством молочных желез, и вот она выпускает, ну то есть как станок по изготовлению людей. Вот. Но потом вам поставили вообще в вашем теле матка это не ваша штука. Она не, ну, она специально внедрена для того, чтобы не использовать вот эту вот детородную машину, потому что вы единственное существо здесь на нашем маленьком участке земли, которое плохо переносит вынашивание детей и роды. Никто из зверей и прочих всяких штук не переносит так плохо. Ну, да. Так вот, в начале 19 века начали появляться много-много вот этих вот клонированных каких-то детей. Откуда они взялись? Вот их сделали. То есть мы начинаем отсчет
с 19 века. Мгм. А как называется, вот вы говорите, это, ну, кто это делает, как это можно назвать? Ну, я думаю, что какой-то был большой катаклизм, и кто-то пришел не очень хороший, пришел вот на пустую землю, вот на наш участок. Мгм. И, естественно, он взял бразды правления и нами сейчас управляет. Ну, у нас же все кверху, вот у Мгм. нас все наоборот, у нас все не так. У нас возьмите все в жизнь, мы за все платим. Наши недра, наше все. Мы все равно мы за это платим. Мы за это платим. За, Мгм. за машины мы купили, за бензин плати, за стоянки плати. Где здесь разумные? Ну, кстати, да. А смотрите, вот ко мне там, ну, просто приходят разные люди в эфир, и приходила девушка одна, и она говорит, вот я там очень люблю обращаться к эзотерической информации, да, то, что принято называть эзотерической, и она говорит, что вот сейчас наше человечество ждет вот 5 основных таких периодов. Вот первый этап это был ковид, да, когда вот вирус, когда все сидели, кстати, как вы относитесь к ковиду? Он существует или это была такая вот ам, спектакль? Ну, спектакль был. Спектакль. Ну, посмотрите, насколько вскочили цены. Да, давайте мы поднимем цены, не знаю, я вот делаю очки. Мгм. Давайте поднимем цены. Как? Наташа, я не знаю, давай ковид устраиваем. Мгм. Устраиваем Мгм. ковид, и очки поднимаются. Да, или не знаю, вы что-то выращиваете груши. Мы будем продавать груши в 3 раза дороже. Вот, и она говорила, что там ковид это первая волна, потом вот сейчас то, что идет, да, война это вторая, там тоже, да, там, и вот опять же, там первые это были разные там, ну, выводы, которые нужны, ну, не выводы, то есть как бы какие-то изменения, да, происходят в результате вот этого. И она сказала, что третья волна это будет, когда запустят такой слух, что в мусоре на самом деле находится какой-то вирус, потому что вся планета грязная, и типа начнут решать проблему мусора. И она сказала, что пятая волна это будут инопланетяне. Вот как вы к этому относитесь? Или их вообще не существует? Ну, это какая-то еще раз, Бред, да? какая-то, какие могут быть инопланетяне? Ну, то есть их не существует. Ну, они же, ну, они более развитые, Зачем им к нам, да, типа? ну, они просто залетают к нам, мы иногда их видим, они где-то там, Нет, говорится, что вот именно будет контакт, и то есть мы это застанем да еще, он вот и наше так есть поколение. контакт. Просто мы, ну, Ну, просто об этом мало просто, кто да, знает. нам Мгм. мало об этом говорят, он и так есть, посмотрите людей, много здесь крысиных, последите, когда вы идете по улице, последите, кого вы, ну, посмотрите на людей, они ведь есть не люди вовсе. Посмотрите, вот вы идете по улице куда-нибудь, там, не знаю, в Мгм. магазин, последите за лицами людей. Я после эфира буду бояться А ходить не надо бояться, ну, теперь. Наташа, а чего бояться? Ну, оно есть, и от этого мы никуда не денемся. Как нам вот это рассказывают про эти гороскопы, да? Ну, Мгм. звезд же нет, мы их не видим. У нас купол над нами и обыкновенные вот такие вот лампочки. Мгм. Как по лампочкам можем мы что-то предсказывать? Мгм. Ну, это опять Ну, продающий текст. смотрите, вот есть такая версия, да, что вот эти все фильмы фантастические, которые нам показывают, это как раз нам внедряют, да, вот как О, раз да, ту информацию, о, да, да. чтобы, ну, то есть там, условно, там летающие машины какие-то были, там фантастика, там 20 лет назад, да, сейчас уже появились вот эти вот рюкзаки, как эти ранцы, да, с этими двигателями, я забыла, как называется, и, короче, реально там курьеры летают и разносят там что-то, вот. То есть это нам получается постепенно, да, чтобы мы, ну, не Именно воспринимаем, так, да, могли именно так. воспринять. Я, когда вот, помните, с чего мы начинали, Да, когда произошла клиническая смерть, и душа да-да. моя Мгм. отправилась в какой-то путь через туннель, так вот, проходя там, я видел то, что показывали потом, я увидел люди в черном. Помните вот эта вот штука, Да-да-да. где их куча всяких, ну, Да-да-да, я как поняла. база какая-то, вот их туда Да-да. Мгм. распределяет, сюда распределяет. Вот это я видел очень похожие вот эти вот штуки. Нам много всего дают. Нам дали аватар первый, который на самом Да-да-да. деле правда. Это на самом деле все, оно, вот оно. У нас деревьев этих тоже много, их можно Кстати, рассмотреть. да. Мгм. Вот. Но нам опять ввели нас в заблуждение, сказали, что это просто горы и все. Мгм. Ну, вообще же, да, вот у вас есть единомышленники, так скажем, то есть люди, которые вот 100% вы с ними можете вот эти все темы обсудить, потому что большинство людей, ну, все равно есть вообще люди, которые до сих пор уверены, что там, например, болезни, там это вообще никак не связано с эмоциями, то есть они в это искренне верят, да, что вот надо пойти, там, таблетки там какие-то пропить, а то, что первая причина это все-таки, да уже даже вот, ну, вот официальная медицина, они уже открыто говорят про психосоматику, то есть когда, что все болезни, да, это уже
следствие эмоционального состояния. Но есть люди, которые в это не верят. Вот. Я думаю, что вот если вы, например, такие вещи рассказываете, да, кому-то, то есть, ну, наверняка находится много людей, которые считают, что да нет, это вообще какой-то бред, это просто там вот, ну, человек придумал это все. Вы часто с этим сталкиваетесь? Да, конечно, людей таких огромное количество, но и очень много людей, как я говорил, у меня больше 3000 видео, и я Ну, рассказываю на то, что Ютубе, вижу, да? то, Да. что да, то, что знаю. И огромное количество людей, которым это заходит. Вот возьмите, посмотрите просто видосы, и вдруг, их ты, блин, я так и думал, что оно так и есть, да, то есть вот когда вам это отзовется, все, это ваше, это уже об этом можно разговаривать, об этом можно, да хоть сценарии фильмов писать, я бываю в разных, я очень увлекаюсь осознанными сновидениями, я увлекаюсь выходом из тела, Да, да. я лежу, сплю на доске садху с гвоздями, то есть всячески пытаюсь себя. Вы прям реально можете, вам, ну, вы уже не чувствуете боли? Нет, Я конечно. постояла 2 секунды на гвоздях. Подождите, мы не о том сейчас. Вы Да, говорите другие. то, которое Да. ногами стоять. А когда А есть, ложишься? который ложится спиной, это для спины. Хотя, в принципе, плюс-минус одно и то же. Но для ног вы не изменяете сознание. А вот если ляжете на доску для спины, оденете наушники большие, включите какую-нибудь игуану, Да. и вот. И вас быстренько вытащит из тела. Вы увидите, о, Наталья, здорово, я пошла. То есть занимайтесь этим, вы узнаете много-много нового и много интересного. Я здесь в вашем мире бываю очень редко. Мне больше там нравится. Расскажите, пожалуйста, как вот у вас был опыт, то, что вы были в Монголии и обучались, да, вот у шамана. Вот расскажите, пожалуйста, про этот опыт, как вы вообще там оказались, то есть как он узнал о вас, как вы узнали о нем, как так получилось? Это вообще сказочная штука. Он меня каким-то образом увидел в своих каких-то делах, нашел через каких-то общих знакомых и пригласил к себе. Но это вообще очень далеко. Никто меня туда везти не хотел. На самолете я долетел, а дальше никто везти не хотел. Ну, в конце концов, я попал к нему. Меня спрашивают, а как ты шаманом с монгольским разговаривал? Там рядом российская граница. Ага. И он в молодости работал у нас на почте шофером. Да. Поэтому, когда говорит, ты что, фин, что ли? Я говорю, да, и монгол тоже. Поэтому, ну, как-то мы вот находили общий язык, он вспоминал русский язык. В общем, мы с ним разговаривали, общались. И это было очень здорово. Потом я работал с его прихожанами. Очень много людей к нему приходило. Но это было незабываемая штука в моей жизни. Что самое такое вот, то, что принято считать самой страшной болезнью, у вас получалось за время вашей практики излечить человека? Любую болезнь Любую. можно исцелить. Я вам скажу, открою страшную тайну. 90% людей не хотят исцеления. Да. Почему? Они имеют преференции. Ну типа А вдруг ты жертве меня вылечишь выгодно, сейчас да? до конца, с меня снимут инвалидность, и я чего? Тот, кто меня Придется любит, работать, да, эти да, 7 дней. меня тут любят, обожают, а тут заставят, иди работай. И я сталкивался, вот так же я был у этого Буича в Монголии. Я в этом году был в Перу, общался Вот я про это хотела с тоже спросить, да. Курандера. Они тоже так же говорят, да что же вы за люди-то, вот почему вы до конца не хотите исцеления? А потому что мы имеем определенные преференции. Ну, это может быть связано с тем, что вот они все-таки ближе к природе, да, то есть они живут вот в джунглях, да, то есть у них вот они все равно, да, слышат что-то. И мы с вами тоже до эфира немного говорили, и вы сказали, что не хотите больше жить в Москве, потому что это вот эта суета, вот это бесконечная, да, то есть вы сейчас живете совершенно в другом месте. А это происходит вот действительно заглушает, да, вот, ну, как сказать, голос души, то есть, ну, внутренний голос, вот эта вся суета, вот эти все там погоня, да, там, Да. да? Да, очень много. Я понял то, что очень много жизненного времени у меня отбирает. Поездки, да, там все. Поездки, вот я еду из дома, договариваюсь о помещении, приглашаю людей, там 2 часа еду в одну сторону, там 3, 4, 5 часов с ними работаю, приезжаю домой, уже темно, уже да, давно пора спать. И это очень сильно отбирает жизнь мою, то есть жизнь в пробках, вот с этим, с телефоном, вот это все жизни не хватит для того, чтобы... А в том же Перу, ну, просто счастье, там тихо, спокойно.
они Мгм. живут собственной жизнью. Без телефонов и все нормально, да, у них А там? там, ну, там просто нету. Я веду курсы, Мгм. обучаю людей, и мне приходилось выезжать из джунглей в какой-нибудь ближайший город, Ну, где да, интернет, да. чуть-чуть Мгм. платить денежку, чтобы меня пустили в Да-да-да. какое-нибудь или кафе, или еще Ага. куда-нибудь, вот, или в гостиницу, чтобы я мог поработать с людьми. А так Мгм. там нет ничего. Смотрите, вы сказали, что раньше вы консультировали, ну, общались, да, с людьми, взаимодействовали лично, а сейчас вы это делаете онлайн. Правда, да, что получается для вот энергии, для нее нет разницы? Онлайн мы общаемся, да, либо так? Никакой разницы. Я сам это, когда узнал, я был очень удивлен. Очень многие люди просили, ну ты приедь ко мне. Сейчас тоже просят, но нету никакой разницы. Мгм. Сила вот этой вот энергии, если, допустим, я вас погружаю в измененное состояние сознания, вам комфортно быть у себя дома, на своей кроватке, в Мгм. своих, там, не знаю, наушниках, вас никто не трогает, вы, не знаю, помыли руки, сходили в туалет, легли Мгм. спокойно и начинаем работать. Мгм. Всех выгнали, закрыли дверь, все. А когда я к вам приехал или вы ко мне, неудобно, как-то Мгм. где-то, но сила введения в измененное состояние сознания одинакова. Мгм. Абсолютно не обязательно, и самое главное, это экологично. Не я Мгм. к вам не пришел. То есть, получается, можно сказать, что за один сеанс, да, за вот 2 там, часа, условно, вы можете любую проблему решить. Да, если человек готов, Если то человек да. готов, да? Да. А как вы понимаете, что вот у вас были случаи, когда вы человек вроде бы, у меня вот бывает такое, там люди обращаются, например, там, ну, за пиаром, да, а я понимаю, что ему это не надо. То есть вот ему либо сказал там кто-то, да, что там это надо, что это может быть там престижно, а я понимаю, и вот начинаются какие-то вещи невероятные, там, из разряда отменили эфир, там не приехала там машина, что-то случилось, там телефон украли, вот такие вот. То есть идет такое сопротивление жуткое. Вот бывало у вас такое, что к вам человек обращается, а вы понимаете, что у него сопротивление, что он не готов, и вы понимаете, что вы ну, не будете с ним работать, потому что ему это не поможет, Конечно. да? То есть вы отказываете сразу. Я отказываю. Сейчас я вам скажу самое. А вы даете гарантии? Вот тут сразу можно, Обожаю. Или, сразу можно ты закрыть все. экстрасенс, а скажи, и начинать проверять, да, вот это вот, а скажи, что там у меня Да, да, было, да, там да, вот да. это вот. То есть все сразу. Человек не готов, он просто не готов, Мгм. а вы даете гарантии. Ну, ё-моё, ты 15 лет лечился у врачей, Да, да, вам да, да, никто да. никаких гарантий не Да, давал, ты да. там кучу денег слил, а теперь ты с меня чего-то требуешь. Мгм. Но я понимаю, что человеку это не нужно. Ну да, да, да. Вот Ну что, он может иди, ищет даже причины, да, что да. почему не надо этого делать, почему лучше остаться так, как он был. А кого вы обучаете, кто к вам приходит вот на обучение, как эти люди вас находят, как это происходит? Они находят в основном по интернету, смотрят меня где-то мои видео. У меня есть несколько курсов. Один курс не зависит от наличия дара. Мгм. Просто я даю шаманскую практику, с помощью которой краткосрочно можно вводить эту практику дыхания, Мгм. Мгм. вводить в измененное состояние сознания и помогать человеку, то есть какие-то Мгм. вот Мгм. хвори лечить, что-то такое. И второй курс это я беру только людей только тогда, когда проверяю его способности. Мгм. И потом я беру этот большой курс целительства, на котором я 3 месяца обучаю, Мгм. даю много-много интересного, даю много разной информации. Ну, это онлайн, да, тоже Да, происходит? тоже Мгм. онлайн, никуда не ходить, не ездить. Включил интернет и все готово. Мгм. Сейчас очень много, вот, ну, вы сидите, да, кстати, у нас Инстаграм запрещенная в Российской Федерации социальной сети, я должна это сказать, а вот в Инстаграме, да, очень много. Родологи, нумерологи, астрологи, коучи, наставники, очень много специалистов, вот просто вот, мне кажется, сейчас каждый второй пытается чему-то научить, чему-то обучить. И честно, уже вот немножко от этого устаешь, да, от вот этих вот активных продаж себя. Ну вот почему, вот как вы считаете, почему сейчас начали так много об этом говорить? Потому что даже вот там 10 лет назад такого не было. То есть у нас даже 10 лет назад было не принято, я уже не говорю о том, что там 20-30 лет назад в России, да, к психологу ходить. То есть у нас, если к психологу пошел, значит, что-то у тебя с головой. Это то же самое, что вот к психиатру, да, так воспринималось. Сейчас очень многие люди, бизнесмены, вот те, кто, да, то есть, ну вот у них как, у меня, например, мой тренер по тайскому боксу, он тренирует одного из комеди, ой, не комеди, ну,
да, в общем, по-моему, из Comedy Club кого-то, то есть, стендап, вот, и он очень такой известный, и он говорит, что у него такие нагрузки сумасшедшие, то есть вот он проводит по 30 выступлений в месяц, представляете, каждый день, то есть вне зависимости, в каком ты настроении, состоянии, тебе нужно смешить людей, да, и не всегда на это хватает там ресурс, публика разная бывает, все. И он вот 2 или 3 раза в неделю ходит к психологу. И потому что он говорит, что вот на таком этапе уже обычно начинается, когда у человека вот эти вот нагрузки не справляются, наркотики, алкоголь, еще что-нибудь там похоже, да, вот. А так это ему позволяет поддерживать стабильное эмоциональное состояние. Вот. Как вы считаете, почему сейчас такой большой интерес вот ко всему, что связано с тем, что принято называть эзотерикой, да, вот эти знания, которых раньше не было, да, нумерология, проработки, сейчас все вот каждый ходит, там кто-то ездит там на випассану, да, там практику молчания, ну вот везде. Почему это сейчас так востребовано? Потому что люди чувствуют, что переход какой-то идет? Нет, Нет? никакого перехода нет, и Нет, да? куда мы там будем переходить? Самое основное – это желание людей заработать деньги. Ага. Больше ничего. Ну, то есть с работой у нас не очень хорошо, и все ищут где-то, что ну давай я тебе там за 2 недели сделаю тебя там тарологом, нумерологом, каким-нибудь еще мурмологом каким-нибудь. То есть тебе дают, ну, все это доступно, неважно, видишь ты, не видишь, знаешь, не знаешь, ты заплатил какую-то денежку, и тут ты, вчера была, не знаю, Таня кондитерша, а сегодня ты стала нумеролог. Это помните, как этот был такая шутка в интернете про Веру Кобылкину, которая решила стать, когда ее уволили из столовой за плохие котлеты, она решила стать фотографом. Потом такая, и она уже расписала, как она будет снимать в мае на Антильских островах. Она там не была, но ей нравилось это слово. И потом выяснилось, что она забыла купить фотоаппарат. Вот мне кажется, такое. Ну, то есть, вы не думаете, вы не считаете, да, что прям какой-то вот интерес такой большой именно потому, что что-то происходит, что люди стали такие более осознанные, и они вот все решили, что надо к осознанности приходить. Нет? Ничего не Только происходит. коммерция, да. Люди, денег продолжает хотеться. Ничего личного, просто хотеться денег. И это просто за небольшую денежку ты становишься каким-то там нумерологом там, или еще каким-нибудь, еще кем-то таким, которые... Вот. Но они, как правило, очень быстро заканчивают. Даже я, когда обучаю, не все готовы работать на камеру, не все готовы снимать видео, не все готовы делиться. Вот это сложная штука. Но получить какой-то сертификат за какие-нибудь небольшие деньги все Ну, хотят. это, мне кажется, знаете, как сейчас способ времяпрепровождения просто. То есть вот, надо купить какие-нибудь обучающие курсы, обучаться, и ты вроде не просто так уже сидишь, а чему ты обучаешься, вроде как полезная какая-то деятельность, да? Ну, так. Да, но кто идет после этих обучающих курсов? У меня есть много друзей и подруг, которые вот они только учатся. Я говорю, а когда же вы будете, собственно говоря, сами что-то делать? Да. Ну вот я еще сейчас курс куплю. Поймите одну интересную штуку. Лежа ходить мы никогда не научимся. Вставайте и Да, идите. хорошая фраза, да. У меня есть такая подруга, которая, она уже и на психолога училась, и на стилиста, и на визажиста, и кем она только не была. Потом она мне звонит, говорит, слушай, я решила, я буду продюсером. Говорит, давай ты найдешь контакты фотографа, там организуешься, а я буду продюсером. Я говорю, так это я буду продюсером. То есть есть такая категория людей, которые они учатся, но они никак не могут дойти до того, чтобы наконец-то... А расскажите про свой все-таки курс, да, более подробно. Вот вы говорили, 3 месяца, да, проходит обучение. Как это происходит? Вы через день встречаетесь с людьми в онлайне, там, раз в неделю, периодичности, или это уроки записанные уже? Как это происходит? Записанного практически ничего нет. Я Всё работаю вживую. Практики с каждым из учеников мы делаем по нескольку раз. Потом все в группе друг с другом делают вот это вот шаманское погружение. Кому-то нужно, если чуть больше, я даю больше, там сразу видно, человек готов, не готов. Ну и плюс ко всему, без этого никак, надо смотреть, что у него по соцсетям, какую-то шапку красивую сделать. Вот, то есть вы обучаете, получается, конечно. именно самопиару тоже? да, Мы естественно? можем сделать классные кроссовки, но мы не сможем их продать не потому, что они у нас плохие, просто потому, что никто не знает, что у нас такие классные кроссовки. Слушайте, я просто занимаюсь пиаром в единоборствах, у меня основная такая история. Вот. Я вот это тоже 15 лет пытаюсь доказать, 15 лет пытаюсь это все бойцам объяснить. Что получается, нужно обучаться обязательно именно пиару себя. А бойцы очень такая категория интересная, да, спортсмены. То есть они считают, что
они и так красивые, вот надо просто посидеть, я не знаю, и потом вот, допустим, там условно он посидит, получит какое-то классное предложение о том, что этот процесс можно контролировать, ускорить и самому создавать себе имя с помощью соцсетей, но как бы он про это вообще не думает. Вот. И очень многие люди, мне кажется, вот они так и живут в такой иллюзии, что надо посидеть, подождать, может что-то само, само произойдет. Все так. Пока нас не увидят, не узнают, мы ничего не сможем а, хорошего, доброго, ничего не принесем. Извините, пожалуйста. Расскажите, пожалуйста, какие у вас планы вот по дальнейшему развитию? То есть какие, может быть, вы хотите еще там другое обучение какое-то, или сами поедете к кому-нибудь, ну, дальше за там, обучением, может быть, какими-то новыми практиками? Есть такое в планах у У вас? меня зреет еще один курс. Ну, а по обучению я с удовольствием буду ездить в Перу, с Мгм. удовольствием общаться. У них есть очень интересные практики по Мгм. исцелению. Они же вообще другие люди. Да. Вот они, ну, просто другие и все. И мне очень интересно, как они это делают, как они работают с телом, как они работают даже с той же айваской. Мгм. Это, ну, это просто супер. И, к сожалению, во многих странах она запрещена, к Да, я, кстати, сожалению. хотела про это спросить. У нас, кстати, тоже вот нельзя про это писать, там, да, вот именно говорить про это, но это не такая, да, прям вредная история, как все это принято, ну, говорить. Ну, у нас я просто Это знаю, что за... просто супер. Я первый раз, когда попробовал там у них, у меня первым делом, ну, айваска, она есть, ну, как одушевленная штука. Да. То есть, когда мы попиваем ее, она начинает с нами работать. Она мне поправила позвоночник, Мгм. вот до поправила. То есть, она со мной работала. Говорит, так, сейчас мы будем тебе делать ТО. Ну, все мы Да, да, автомобилисты, да, 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 да. Мгм. давай ТО. Говорит, ну, давай. То есть, это, ну, это величайшая штука. Вот я бы алкоголь бы запретил бы, вот, ну, потому что это алкоголь, я называю это бычий кайф. Ну, правда, бычий кайф. Ну, то, Вот что многие агрессия, да, напиваются, да, да, начинается да. агрессия, кого-то там, вот. А это, А если ну, человек выпил, ему наоборот так хорошо, такое расслабленное состояние. ну, можно другими способами. К сожалению, Мгм. то, что вкусно, хорошо, у нас запрещено. Так оно и должно быть, потому что все у нас шиворот на выворот. Мгм. Алкоголь в каждом магазине, бери, пей, болей, потом, не знаю, Да, там. да, да. Ну, вот. Поэтому, ну, не нам судить о том, что Мгм. выстроено, поэтому мы просто... Вы можете, пожалуйста, для наших слушателей, для тех, кто нас всех смотрит, какую-то вот короткую, простую практику, которая может, ну вот, улучшить, например, состояние эмоциональное? Вот, Я очень рассказать. рекомендую дыхание. Мгм. Очень рекомендую, но дыхание, ну, хотя бы минут 30 лежа на кровати, Мгм. частое, интенсивное Мгм. дыхание. И как только начнет у вас или руки сводить, или что-то такое, колики, это, ну, как бы предвестник измененного состояния сознания. И вы попадете в другое Мгм. состояние. Может прийти мои ученики, я иногда провожу вот это дыхание, оно недорогое, как Мгм. говорится, бюджетное, и Мгм. проходит где-то 2 часа. Но вы ощутите огромный прилив энергии Мгм. после дыхания. Мгм. Во-первых, все рассказывают, я там видела вот это, а Да. ко мне вот это, а там то ангел спустился. Ну, каждый по-своему видит свое Да, информационное интересно, поле. А интересно, да. после этого они с таким воодушевлением, столько сил, энергии у них Мгм. появляется. Так что рекомендую практику именно дыхания и рекомендую, у кого есть возможность и желание, окуривания. Мгм. Либо ну, любую траву, какую хотите, не курить, в смысле Да, ее, поняла, да. Мгм. а окуривать себя, пало санта, Пало Санта мне нравится, да, много классно. всяких Мгм. интересных, главное, чтобы вам нравилось, Мгм. окуривайте себя, но не так, чтобы топор можно было вешать, но Да-да-да. чтобы себе было приятно. Смотрите, есть такая история очень часто, вот когда, например, вот есть какой-то классный эксперт, классный специалист, и, как правило, его, ну, и к нему обращаются другие люди, да, то есть, а вот именно семья, там, близкие люди, они как-то, ну, не очень и этого все воспринимают. Как у вас с этим, если не секрет? То есть, у вас близкие люди, они, ну, обращаются к вам, или все-таки вы с близкими там сами, ну, не работаете? Я не очень... Вот смотрите, в первую очередь я сам, да, я Да, себе сам помочь не могу. да. У меня есть ученики, Ну которые да, которые меня с вами видят и работают, которых да. Мгм. я прошу. Я не знаю ни одного
целителя, который сам себя может лечить. Но мы не видим, нам не дано этого видеть. Ну, я где-то как-то что-то понимаю. По семье хочу сказать, что тоже не очень хорошо работает, но если постараться, то можно. Вот у меня дочка, я иногда смотрю ее, вот, даже как без ее ведома. Ну, девочке же много-много лет, но все равно я не так вижу, как вижу других. То есть, когда я вижу абсолютно незнакомого мне человека, я тут вот Вы можете увидеть, например, то, допустим, да, вот что-то, что еще не произошло, и предупредить человека. И вообще вот есть такое понятие, что, знаете, как вот чему быть, того не миновать, там, что вот это вот все уже давно прописано, вот если суждено, там, то вот так оно и будет. Вот как вы к этому Я скажу относитесь? одним словом, брехня. Брехня, да? Брехня это все. Ну вот вы опоздали, не знаю, на автобус. Да. Чего-то там у вас горло заболело, вы сегодня туда-то не поехали. Да не умрете вы от коня своего. Ну все это, ну, это полная дичь. Ну, я могу сказать, что будет, но и все равно это последствия того, что вы делаете сегодня, то и будет завтра. Да, не знаю, там много покушали сегодня, завтра надо как-то почиститься Да, от да, этого. да, да. Если мы не будем мыться вчера, сегодня и завтра, то послезавтра от нас будет неприятный запах. Ну, только вот так оно Логично, может. да, все Да, логично. но по-другому не бывает. Ну, не бывает того, что вот, ну, примерно я могу сказать, но очень короткий срок. Мы, понимаете, столько движений происходит В каждую секунду, да, в что-то каждую меняется, секунду, да. что это ну, То есть пространство невозможно. вариантов. Это ну, просто обманка. Ты умрешь от коня своего. Да не умрешь ты от Ну, коня. то есть, а как объясняется тем, что вот, например, очень многие люди, они ходят, допустим, там, к тарологам, да, или там, и у меня вот есть там подруга, она, вот она мне так все и сказала, я к нему в Новосибирск летала, и все так и получилось. Вот так Хочешь она быть тебе внушила, обманутым? да. Ты хочешь быть Вот, обманутым? вот. Иди и тебя То есть обманут. получается, что это просто внушение, и Конечно. человек уже себе сценарий, Конечно. да? Она готова быть обманута. Она идет, чтобы ее обманули. Да, да. Очень часто у меня и друзья, и все, они вот просто ну, смеются над тем, что я не скажу то, что ты хочешь услышать. Я этого Да, не да, скажу. да. Я то, Они что обижаются, увижу, да, то и наверное? скажу. Они Да. обижаются, да? Они, ну, как вот, ну, я же пришел к тебе, Да, расскажи да, мне, да. какое мне счастье тебе будет. Да Да. не будет тебе счастья, пока ты не Если ты не пойдешь начнешь что-то делать, делать. да. Дмитрий, смотрите, у нас остается примерно 4 минуты до конца эфира. Давайте еще раз можем озвучить ваши соцсети, сайт, а как вам попасть, да, то есть вот можно, пожалуйста, обратиться, да, и, соответственно, к всем, кто нас слушал, и пригласить к себе на Ну, обучение. смотрите, Да. все очень просто. Фамилия моя Рожнов. Мгм. Я шаман. Набираете шаман.рожнов И все. и попадаете куда угодно. Мгм. Сайт шаманрожнов.ком. То есть все завязано на шаман.ком, шаман Рожнов, то есть все вот это все. Вот набирайте просто и кругом Вы в попадете. Ютубе выкладываете видео, я, если честно, не успела все посмотреть, то есть, но вы там постоянно, вот, ну, активно, да, очень вот. Вы будете еще, правильно я понимаю, еще какие-то новые записывать, что-то будет в Да, ближайшее время, конечно. да? Я в Ютубе очень хорошо работает у нас Мгм. в Болгарии ТикТок. То есть вот там всего много. Я практически каждый день выкладываю. Мгм. Вот, иногда выкладываю даже те работы, которые позволяет какой-то клиент. Ну да, то есть Вот если, можно да. посмотреть, как вот с сущностью как сущность со мной разговаривала. Мгм. Вот. Мгм. И по Телеграму тоже можно найти меня в Телеграм-канале. Все там, все есть. А к вам обращаются, да, ну, так скажем, представители официальной медицины, вот те, которые, допустим, заходят в тупик и такие уже понимают, что все, у них компетенции не хватает, да, или что решение проблемы вообще не в этой плоскости лежит, и вот нужны, то есть приходят к вам? Стесняюсь, Да. краснею, Ну, обкусываю обращаются, да, ногти. да. Вдруг я тут перед тобой пришла. Вот. Но я им объясняю, что, ребят, вы видите не так, вас Мгм. научили неправильно. То есть под другим углом, Это, да, ну, совершенно. совсем другое. Но Мгм. это излечивается какой-нибудь обыкновенный, не знаю, там, попейте травы, и будет вам счастье. Чем вы там что-то колите, непонятно чего. Мгм. Вот. Обращаются, да. Потом мы становимся, ну, в лучшем случае, знакомыми, очень часто друзьями. И они иногда звонят, спрашивают, слушай, а вот как ты думаешь, а вот это вот как? Я Мгм. говорю, да все просто вот так. А Да, на да ну обучение, нафиг, да, так да, да, возьми, и так потом такая попробуй. оказывается. А на обучение не приходят к вам? Ну, Врачи? да, Нет, не было. Обманул. Есть есть. врачи, которые, но они не совсем врачи. У меня есть моя ученица, она, ну, большой-большой врач, но она тоже повернутая, она не верит вот во все вот эти книжки, пока Да, она да, сама да, не да. попробует. Понимаете, да? Вот, Да. вот тут написано зеленый, значит все, черного не может быть.
А она по-другому воспринимает, и она у меня училась, и сейчас мы очень хорошо общаемся. Хороший результат, да? Я иногда делаю даже консилиум из учеников. И у Ага. меня есть такие Ну, случаи, какие-то, когда да, там я беру, сложные. я не понимаю, я знаю, что вот там Наташа или Таня лучше увидит Мгм. этого человека. Я собираю, и все смотрят. И коллективным Да, разумом, да, получается. да. Видите, спасибо вам, мне было очень интересно, спасибо, что прилетели к нам. Я обязательно посмотрю все видео, которые у вас есть, очень интересно Не было. говорите спасибо. А как? Спасибо, это спаси Боже. А надо как? Я не Божий, и спасать я вас не Да-да-да, буду. как? Благо вам Благодарю, дарю. благодарю, благодарю, спасибо. Благодарю всех, кто был с нами сегодня на эфире. Все, всем пока. Благодарю.